Управление категориями является одной из наиболее важных секций по управлению интернет-каталога в целом. Почему это так? Это так потому, что в зависимости от того, как вы разобьете вашу продукцию по категориям, будет зависеть то, насколько быстро пользователь сможет ее найти и найдет ли он ее вообще. В связи с этим вам необходимо сесть, сосредоточиться и подумать, как структурировать правильно вашу продукцию, руководствуясь следующими принципами. Во-первых, нет необходимости создавать категории по имени производителей какой-либо продукции или брендов. Почему? Я объясню чуть позже. Во-вторых, все имена категорий должны быть именами существительными. Если вам приходит на ум название категории, которая не является именем существительным, то, скорее всего, вы что-то неправильно делаете. Конечно, в зависимости от специфики продукции, которую вы продаете, могут быть исключения. Но в большинстве случаев названия категорий должны быть именами существительными. И последний принцип, который следует учитывать при создании дерева категорий, это каждая категория должна содержать исключительно однородные виды продукции. К примеру, если у вас есть категория комплектующие, компьютерные, к примеру, то это означает, что вы должны в этой категории создать подкатегории, в которых отдельно будут учитываться мышки, в другой будет оперативная память, в третьей процессоры и так далее. То есть комплектующая категория не может быть последней, поскольку вся продукция, которая там будет, она не является однородной. То дерево категорий, которое вы видите перед собой, оно правильное лишь отчасти, потому что оно противоречит первому принципу о том, что все категории должны быть имена существительные. Как вы видите, здесь есть такие категории: факсы, принтеры, компьютеры, ноутбуки, но здесь есть также категории, которые состоят из нескольких слов, например, офисная техника, техника для дома, техника для сада. Если вы обратите внимание, то в названии этих трех категорий встречается слово техника, имя существительное. Все остальное можно сделать с помощью классов. Таким образом, вы должны были создать только одну категорию техника, а вот эти слова для сада, для дома и офисная можно реализовать с помощью такого функционала, как класс. Следует сказать, что категория техника не является по правде правильной, да, потому что техника не может содержать в себе все продукции с одинаковыми характеристиками. В эту категорию может входить масса других подкатегорий. Поэтому фактически создание классов необходимо уже применять к тем категориям, которые являются конечными. Давайте заменим слово техника на слово стулья. И таким образом мы получим стулья для сада, стулья для дома, стулья для офиса. Давайте создадим категорию мебель. В ней создадим категорию стулья. И посмотрим, как же правильно создавать классы для такой категории. Давайте здесь сделаем небольшое отступление и скажем, что эта страница не единственное место, где можно создавать классы для категории. Также можно добавлять классы и на странице редактирования товара. Но в том случае, если вы все хорошо продумали, всю структуру категории и подкатегорий, все названия классов для каждой категории, то у вас не будет необходимости добавлять классы с других страниц, кроме как это. А я все-таки рекомендую, прежде чем создавать товары, продумать полностью всю структуру категорий и классов, а также других параметров, на которых мы остановимся позже. Теперь для того, чтобы добавить класс, необходимо нажать просто кнопку «Добавить класс» и ввести значение класса в поле ввода.
для сада последнее значение. Сохраним все классы. Ну вот, как вы видите, здесь появились теперь 3 класса, которые мы с вами сохранили. Давайте теперь взглянем, что же это дало пользователям магазина. Перейдем в категорию стулья. Я предварительно создал 4 продукта и присвоил им разные классы. 2 из них принадлежат классу для дома, остальные по одному для офиса и для сада. Если пользователь нажмет на ссылку для дома, система ему отсортирует лишь те продукты, которые предназначены для дома. Если он еще нажмет на ссылку для офиса, к результатам сортировки добавится еще продукт, стул, который предназначен для офиса. Вот таким механизмом система позволяет пользователю быстро искать необходимые ему классы товаров. Давайте вернемся обратно в административную часть и посмотрим, какие есть еще параметры по управлению отображением категорий. Посмотрим свойство категории, которое называется фильтры. Оно выглядит несколько сложнее, чем классы, но по большому счету единственное отличие между этими двумя свойствами заключается в том, что для фильтра можно задавать набор параметров. Например, если мы нажмем на кнопку «Изменить фильтры», мы увидим все фильтры, которые на сейчас созданы для этого магазина. Я предварительно создал фильтр количества ножек, а как создавать эти фильтры и менять их, задавать их значения, это мы рассмотрим на странице фильтров. Итак, добавляем к этой категории фильтр количества ножек, нажимаем «Привязать к категории». Обязательно после любых действий, которые мы хотим сохранить, нажимаем кнопку «Сохранить». И видим, что к этой категории был добавлен фильтр количества ножек. После добавления фильтра давайте перейдем на страницу, которую видят пользователи, и посмотрим в левый верхний угол. Как вы видите, здесь была добавлена такая подсекция количество ножек. Это и есть название нашего фильтра, а под ней можно увидеть возможные варианты выбора. То есть отобразить товары с 2 ножками, с 4 и с много ножками. Если мы выберем с 4, мы увидим товары только те, которые соответствуют данному критерию. После первого же выбора любого фильтра мы увидим в скобочках вот такое число +1, +1. Это означает, что если мы выберем этот фильтр, то добавится в выборку еще один продукт. То же самое справедливо и для производителя, но здесь он один, поэтому фильтровать, в общем-то, смысла не имеет по нему. И то же самое относится и к классам. Иногда продукты содержат подпродукты, и в этом случае то количество, которое отображается в скобках, оно не всегда будет соответствовать тому количеству, которое вы будете видеть на экране. Это связано с тем, что подпродукты они не отображаются в общем списке, они отображаются только тогда, когда вы идете на страницу конкретного продукта. А подпродукты это просто комбинация, вариация различных параметров одного и того же продукта. Например, разная цена, разный цвет, разный размер, ну и так далее. Зависит от каждого конкретного продукта.